Совсем недавно, а именно 29 июня 2021 года всемирно известный вирусолог Виталий Васильевич Зверев, советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик Российской академии медицинских наук, академик Российской академии наук ответил на очень важные и беспокоящие всех нас вопросы. А именно, кто прав в борьбе с коронавирусом, прививочники или антипрививочники? Помогут ли QR-коды и другие ограничения граждан в борьбе с пандемией? Московский опыт борьбы с оспой 1959 года, конечно же, был получен. Ответ на вопрос, через сколько лет победим COVID-19? Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. В первую очередь всех людей интересует вопрос о прививках. Гражданское общество разделилось на прививочников и антипрививочников. Одни утверждают, что прививка необходима в борьбе с болезнью, другие же упорно утверждают, что во время эпидемии прививку делать ни в коем случае нельзя. Более того, многие утверждают, что вместо прививки людям вкалывают попросту шмурдяк, который не прошел необходимые исследования, и после него пациентам становится еще хуже. Виталий Васильевич Зверев по этому вопросу сказал следующее. Из-за сложных условий создания вакцины, из-за того, что вакцины эти создавались во времена пандемии. Конечно, у многих есть сомнения по поводу их действенности, поскольку они действительно по временным показателям просто не успели пройти необходимых испытаний. Понятное дело, что представленные вакцины не дают 100% защиты от вируса. Это касается не только наших вакцин, но и импортных. Отдельно стоит отметить, что и всем известные советские вакцины тоже никогда не давали 100% защиты. Единственным непонятным фактом, о котором говорит Виталий Васильевич Зверев, является то, что зачем-то заставляют прививаться уже переболевших. Дело тут в том, что не существует в мире ни одной вакцины, которая бы вызывала более продолжительный и полноценный иммунитет, чем перенесенное заболевание. В природе этого просто никогда не существовало. Таким образом, иммунитет переболевшего значительно мощнее, чем показатели каких-то там дополнительных препаратов. Также стоит отметить, что у рассматриваемого вируса есть еще дополнительные 4 буквы – SARS-CoV-19. Это тот самый SARS, который вызвал в 2003 году вспышку атипичной пневмонии. А исследования наглядно показывают, что те, кто перенес 17 лет назад эту пневмонию, у них до сих пор сохранен иммунитет, и в данной ситуации тоже нет никаких оснований считать, что иммунитет после вакцины будет лучше, чем после заболевания. И именно поэтому тех, кто уже переболел, нужно просто оставить в покое, у них уже есть достаточно сильный иммунитет. Также, по словам академика, уже доказано, что дети переносят это заболевание легко и очень даже часто бессимптомно, а это значит, что при таком положении дел прививать детей просто неправильно. Относительно вакцинации в торговых центрах Виталий Васильевич также отметил неграмотность подобных процедур. Поскольку вакцинация – это мероприятие достаточно серьезное, и при вакцинации необходима проверка не только медицинских карт, но и непосредственное изучение противопоказаний. Многие люди идут прививаться просто из-за того, что боятся потерять работу, и, конечно же, мало кто из них будет рассказывать врачам правду о своем самочувствии. Процедура вакцинации очень серьезная и ответственная, и врач после прививки должен еще около 15 минут наблюдать за пациентом. А этого не происходит. Должных условий не создано. Но тем не менее, у привитых людей гораздо меньше осложнений, иммунитет все-таки укрепляется. Иначе говоря, и с той, и с другой стороны правда есть. Относительно ограничений QR-кодов доктор сказал, что меры эти большого эффекта не принесут, поскольку в общественных местах важна именно социальная дистанция, а не сам факт присутствия в определенном месте. Также стоит отметить, что и вакцинированные также могут переносить вирус. Сам по себе иммунитет после вакцины формируется месяц, а это значит, что в течение этого месяца привитый также может легко переносить болезнь и заражать окружающих. Вообще все запретительные меры плохо работают. Также стоит отметить и наличие общественного транспорта, в котором социальная дистанция просто невозможна. Также Виталий Васильевич, вспоминая оспу 1959 года, пояснил, что тот опыт борьбы вряд ли получится повторить. На тот момент была не только очень хорошая вакцина, но и межгосударственная сплоченность и активность. Вспышка в Москве была ликвидирована, однако стоит также помнить, что оспа была побеждена в мире только через 18 лет. У тех, кто переболел, иммунитет уже есть, а вакцины будут просто помогать непереболевшим. Никто не дает гарантий, что не появится новой популяции вируса. Также имеет место мутация вируса, но и самому вирусу тоже невыгодно убивать человека, поскольку для него это тупиковый путь. Поэтому вирус вряд ли будет мутировать в худшую сторону. Сами препараты против коронавируса обязательно появятся, но нужно помнить, что для этого необходимы годы исследований.
Относительно ревакцинации Виталий Васильевич Зверев сказал, что вакцины дают иммунитет абсолютно разными путями, и если говорят о ревакцинации, значит представленные вакцины дают непродолжительный иммунитет. Касаемо векторных вакцин. Там изначально две прививки. Что касается 60% обязательно привитых, господин Зверев сказал, что данная цифра взята неизвестно откуда, потому что не были проведены необходимые исследования уже переболевших. Также Виталий Васильевич отметил, что иммунитет гораздо более серьезная вещь, и говорить здесь о наличии или об отсутствии антител просто неправильно. Иммунитет после заболевания более полноценный и продолжительный из-за того, что после попадания вируса в организм более подробно знакомится с ним. В организме после заболевания представлены все компоненты и белки вируса, и после этого иммунитет развивается более полноценно, а значит, что и сам организм просто начинает производить нужные антитела. Организм просто вырабатывает и выбрасывает для своей защиты необходимое количество. А относительно прививок разных стран, так это просто политика, и об этом нужно также постоянно помнить. Даже Всемирная организация здравоохранения никаких толковых рекомендаций не дает. Этот вирус ковид попал в нашу популяцию, и он также никуда не денется. Периодически он и дальше будет давать локальные вспышки. Проблем не возникнет, если будет иммунно примерно 70-80% населения. Везде будет по-разному и будет зависеть от процента продолжительности иммунитета от прививок. Мы постарались максимально осветить будоражащие наше общество вопросы. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ну а мы на этом, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч!